Это одна из самых известных туристических достопримечательностей на Земле и, вероятно, самый знаменитый водопад — Ниагарский водопад. Ежегодно водопад посещают более 30 миллионов человек. Ниагарский водопад находится на границе Канады и Соединенных Штатов и представляет собой поистине прекрасное зрелище. Но в 1968 году произошло нечто очень странное. Команда инженеров и исследователей остановила Ниагарский водопад. Этот процесс занял более 4 лет и принес поразительные результаты. Впервые за тысячи лет Ниагара. Водопад высох. Несмотря на то, что операция преследовала совершенно иную цель, исследователи наткнулись на главный секрет, о котором они никак не ожидали. Каждый турист или местный житель, который когда-либо был на Ниагарском водопаде, может с уверенностью подтвердить один факт. Это природное явление действительно впечатляет и глубоко трогает сердца большинства людей. Некоторые приезжают посмотреть на водопад и, стоя перед этим потрясающим природным зрелищем, снова начинают сомневаться в своем предназначении в жизни, а затем возвращаются домой и осознают, насколько на самом деле важна связь между человеком и природой. Но теперь все должно было кардинально измениться. Любой посетитель согласится, что Ниагарский водопад и его воды — это зрелище, от которого никто не откажется произвести впечатление. Однако то, на что никто и никогда не рассчитывал, вскоре стало реальностью, которая раскроет тайны, выходящие далеко за пределы воображения. Все началось с того, что водопады планировалось осушить. Но зачем кому-то вообще мечтать об этом? Очевидно, что главный вопрос заключается в том, зачем вообще понадобилось осушать Ниагарский водопад? На это действительно было несколько причин. Первая причина заключалась в необходимости проведения работ по сохранению достопримечательности. Постоянная эрозия может в конечном итоге уничтожить американский водопад. А поскольку общины, живущие вокруг водопада, всегда извлекали большую выгоду из потока туристов, привлекаемого водопадом, они начали кампанию по спасению Ниагарского водопада. Падение. Они и не подозревали, с чем вскоре столкнутся. Потребовались годы исследований, чтобы выяснить, как осушать Ниагарский водопад и как на самом деле это осуществить. Очевидно, что это была задача, которую никто никогда не выполнял, и никто не был по-настоящему уверен в том, сработает она или нет. Вскоре после планирования этого грандиозного проекта был осуществлен первый этап процесса. Но оставался большой вопрос: сработает ли все это и будет ли этого достаточно? Первая веха, которую необходимо было преодолеть, была довольно очевидной. Как можно было бы остановить иссушающий поток воды всемирно известного Ниагарского водопада? После стольких лет исследований по этому вопросу инженеры разработали довольно хитроумную технологию, которая привела к немыслимому результату. Им действительно удалось сократить расход воды с 273 тысяч литров в секунду до впечатляющих 68 тысяч. Это открыло перед исследователями еще одну замечательную возможность. В то время как рабочие наконец-то смогли приступить к расчистке завалов на месте падения, перед исследователями открылась еще одна исключительная возможность. Теперь, когда водопад был открыт прямо перед их глазами, они смогли сделать несколько снимков Ниагарского водопада с высоты птичьего полета, которые, возможно, им больше никогда не представится такой возможности. Исследователи наконец-то смогли лучше рассмотреть его и составить план на долгосрочную перспективу. И они должны были действовать быстро. Возможно, осушение водопада было запланировано заранее, но сам процесс занял не более 6 часов. Затем поток воды вернулся в нормальное русло. Похоже, все прошло успешно. Рабочий выполнил свою работу, расчистив место падения от обломков, в то время как исследователи делали снимки сверху, чтобы обеспечить дальнейшие исследования.
Однако они и не подозревали, что это было только начало. Прошло совсем немного времени, прежде чем они поняли, что масштабной операции, которую они так долго планировали, будет недостаточно. Работа, которую они проделали, была хорошей, но расчистка грунта под водой доказала команде, что им нужно больше времени. Это означало одно — водопад придется полностью остановить. Любой, кто когда-либо посещал водопад Хоршу, знаменитую часть Ниагарского водопада на канадской стороне, через которую проходит ошеломляющее количество воды в объеме 90% от общего количества воды, проходящей через водопад, наверняка посчитал бы такое мероприятие, как ограничение потока воды в водопаде, рискованным абсолютно невозможно выкарабкаться. В этой связи наиболее очевидным стал один вопрос. Одно дело понимать, что нужно сделать, и совсем другое на самом деле понять, как это сделать. Это особенно актуально, когда речь заходит о практически немыслимом предприятии по сдерживанию Ниагарского водопада. Однако, поскольку исследователи уже выяснили, как уменьшить поток воды в первую очередь, они были уверены, что можно будет продолжить реализацию этого плана. Итак, была начата новая операция, которая продлилась еще 2 полных года, и они рассчитывали на то, что многое может произойти, но только не это. Чтобы остановить весь поток воды, инженеры решили, что им нужно построить временную дамбу, чтобы остановить поток воды. Да, вы можете ущипнуть себя, не веря своим глазам. Но на самом деле они построили дамбу с единственной целью — остановить поток воды из Ниагарского водопада. Можно только представить, сколько времени это заняло. Но в конце концов, плотина была закончена. И хотя строительство плотины было непростым делом, следующий шаг должен был оказаться еще более опасным. Вдобавок ко всему, теперь рабочим предстояло подняться на самую вершину водопада, чтобы убрать валуны. Однако это была не та работа, к которой они собирались отнестись легкомысленно, поскольку опасались, что могут упасть с вершины и, возможно, погибнуть. Поэтому, чтобы никто не сорвался с края мощного водопада, инженеры установили посреди реки спасательный круг. Сработает ли все это без того, чтобы кто-нибудь из рабочих не сорвался в пропасть? Конечно, безопасность превыше всего, какой бы важной ни была задача. Таким образом, идея установить спасательный круг исходила исключительно из соображений безопасности. Однако, к счастью, спасательный круг даже использовать не пришлось, и рабочим удалось расчистить русло реки от всех валунов, чтобы уберечь достопримечательность от повреждения эрозией. Однако, как и в случае с большинством крупных проектов, подобных этому, команда еще не закончила работу. Это далеко не так. Осушение и расчистка водопада действительно были непростой задачей, и все, кто принимал участие в этом процессе, были счастливы, что все прошло успешно и никто не пострадал. Но это было еще не все. Как только водопад был осушен, рабочие обнаружили, что падение с обрыва было даже не самой страшной частью всей операции. Теперь им предстояло сделать открытие, от которого у них мурашки побежали по коже. Впервые за 12 тысяч лет Ниагарский водопад пересох, и это само по себе должно было считаться достопримечательностью еще одного уровня. И хотя местные жители боялись, что к Ниагарскому водопаду не будет туристов, они ошибались, и на то была веская причина. Туристы продолжали приезжать, чтобы увидеть удивительные достопримечательности. И кто мог бы их за это винить? В конце концов, когда еще мы сможем увидеть, как эти впечатляющие воды водопада снова обнажатся? Однако никто не ожидал, что именно эта деталь навсегда останется в памяти людей. Во-первых, на дне реки оказалось много монет, и это заставило множество туристов спуститься к пересохшему руслу реки, чтобы собрать их в качестве сувениров. И хотя русло реки в то время пересыхало,
При въезде на это место все еще требовалось соблюдать осторожность. Несколько смельчаков даже подошли к краю водопада, и хотя они были очень взволнованы, вскоре они увидели, что им открылось нечто ужасное. В то же время монеты и другие подобные предметы могли бы многое рассказать о прошлом могучей Ниагары. Возможно, еще одно печальное открытие вскоре омрачит необычайное приключение, с которым сталкиваются туристы, собирая старинные монеты со дна реки. Оказалось, что некоторые люди были неосторожны, посещая водопад, и исследователи обнаружили печальные останки мужчины и женщины, которые погибли в толще воды. И все же история на этом не закончилась. Несмотря на ужасное открытие, которое сделал Ниагарский водопад, одно можно сказать наверняка. Водопад определенно пережил еще много приключений. С тех пор, как водопад образовался во время ледникового периода более 12 тысяч лет назад, он вдохновлял местных жителей и путешественников, делая посещение незабываемым. Мы обязательно будем следить за этим даром, которым одарила нас природа.